Представители знака зодиака Телец, тельцы мои дорогие, здравствуйте. Второй прогноз, гороскоп на декабрь 2023 года. Последний месяц уходящего года мы подводим итоги и строим планы на будущее. И в декабре мы невольно будем словно оборачиваться назад, сравнивать, анализировать. И эти размышления, такой анализ необходимы, чтобы сделать важные выводы или принять в чем-то окончательное решение. Такое состояние отчасти будет обусловлено также еще и планетарно, ретроградностью планет. И вы, наверное, прочувствуете это особенно остро, потому что именно в вашем знаке Юпитер и Уран в ретро-движении. Это уже произошло несколько месяцев тому назад. И вот до конца года эти обе планеты в вашем знаке будут находиться в движении ретро и создавать где-то для вас состояние дежавю, когда неизбежно мы поворачиваемся словно назад и анализируем, что нам удалось за это год сделать, или с чего начался этот год, чем я занимался или занималась, во что я вложился, потратился, какой эквивалент от этого получил, и с чем я на теперь остался, на декабрь, что я могу от чего оттолкнуться, чтобы построить планы на будущее. В центре, конечно, это само по себе благополучие. И как и на работе, в делах, в бизнесе, так и взаимоотношения с вашими близкими. Финансы также для вас могут быть в центре внимания, насколько был какой-то мой правильный план финансовый или насколько мои какие-то траты были обусловлены финансово, вы будете точно подсчитывать и анализировать. Вам не захочется, знаете, как будто какую-то ошибку повторить. И Уран будет вам как раз помогать в том плане, чтобы сказать кому-то нет, может быть. Вы всегда заботитесь очень много, может быть, участвуйте в жизни, даже пусть своих близких. Но когда мы находимся в режиме многозадачности, а себя ставим на второе место, это значит, у нас не получится что-то для себя очень важное осуществить. И где-то вот в этой плоскости могут быть ваши мысли. Также есть еще одна планета, которая у нас, это Меркурий, с 13 декабря тоже входит в ретро-движение. Поэтому по Меркурию, конечно, могут быть как всевозможные задержки, ну, может быть, такой информационный какой-то сбой. Будьте внимательны к платежным системам, даже электронным, да, и все, что касается денег. Меркурий у нас, надо сказать, в ретро-движении был и в начале года в знаке зодиака Козерог. А Козерог — это у нас Сатурн где-то, это стабильность, это порядок и какая-то иерархия. И год заканчивается опять Меркурием в ретро-движении в знаке зодиака Козерог. Поэтому, правда, какая-то система, она еще не отстроилась. А вот выводы мы как будто должны сделать в декабре, чтобы следующий год, ну, с какой-то очень правильной тактики и стратегии уже начать. Давайте мы с вами посмотрим на двух колодах карт. Первая у нас будет Таро Иллюминатов. Давно не было на моем канале этих карт. Я их очень люблю. И дополним картами Золоченого Таро. Первая карта и первый вопрос. Важное событие или что в центре внимания в декабре для вас, мои дорогие тельцы. Видение карт. Что будет радовать? Что будет помогать в декабре? С какими неожиданностями вы можете столкнуться? Какие возможности, давайте узнаем, для вас будут? И что скрыто? Достанем по основным сферам жизни: дела, работа, бизнес, сфера финансов и личная жизнь. Итак, важное событие. Карта жадины. Вот, наверное, все то, что я еще до карт говорила, вот в таком состоянии вы действительно где-то можете себя ощущать. Куда я потратился, дебет, кредит, да, вот как есть в бухгалтерии такое, сколько пришло, сколько было потрачено, какой эквивалент, коэффициент полезного действия моих приложенных усилий, может быть, буквально в денежном выражении, а может быть и в том выражении, когда отчасти по этой карте вы можете ощущать усталость,
концу года, потому что много задач было в течение года, может быть, много вопросов, много работы, когда приходилось буквально, ну, где-то так себя взять под узцы и сделать какое-то дело, невзирая на отчасти плохое самочувствие или на какую-то чрезмерную усталость. И вот теперь конец года мы подводим итоги по поводу того, что а стоит так продолжать или нет, или есть смысл что-то менять. Но желание все сохранить, как и по финансам, как и просто, может быть, сесть, подумать, себя не тормошить. Опять же, это будет, наверное, основное ваше желание где-то из-за усталости, а где-то вы будете правильно оценивать обстановку, что я хочу посмотреть, как проявятся люди, и я хочу увидеть, как будет развиваться ситуация, как будто дать естественному ходу событий, вещей, сделать, ну, то, что, на что мы не влияем. И опять же пронаблюдать. Здесь больше уверенность по этой карте, когда у нас все под контролем, и в то же время нет каких-то трат, нет какого-то риска. Вот где-то такое спокойное, с одной стороны, созерцание, самосохранение, сохранение по финансам, может быть, сохранение по отношениям, как будто не хочется принимать, ну, важных действий. Видимо, напринимал уже делец важных каких-то решений, напомогал или много поработал, и теперь дать себе где-то отдых будет очень правильным. Хорошо, что будет радовать и что будет помогать? Вот интересно, Овнам выпала та же самая карта, видимо, вы, ну, где-то близки с Овнами, и личная жизнь для вас также, мои дорогие, будет очень важна. Это те люди, которые, может быть, от вас на расстоянии, ваши родственники или какие-то ваши знакомые. Может быть, это для кого-то из вас пройдут вопросы, если это актуально, связанные, к примеру, с наследством, да, и вам куда-то придется отправиться. Или вы будете планировать какую-то встречу. С другой стороны, если мы говорим, что будет радовать и помогать, узкий круг вашего общения, тех людей, кому я могу доверять, те, кто меня воспринимает искренне и относится ко мне, не пытается меня переделать, с одной стороны, ну и где-то и уважение. По этой карте в первую очередь отсутствие меркантильности идет, когда нет заинтересованности. Да? И заинтересованность – это всегда приходящее состояние. Сегодня интерес есть, а завтра его нет. А вот на этой карте и в этой колоде дети с белыми волосами нам прорисованы. И второй иллюминатор, цвета тоже имеют символическое значение. То есть вот приоритет – это искреннее отношение. И, может быть, нам это где-то как помогают наши партнеры, наши, может быть, и родственники. Все зависит от тех вопросов, которые у вас будут стоять на повестке этого месяца. Но есть, значит, пусть это один человек, но я на него могу положиться. По этой карте также нам помогает какая-то дипломатия, умение договориться, когда мы, ну, больше на Соломоново решение настроены, нежели на конфронтацию. Это все тоже будет помогать. Давайте мы... Какие неожиданные события, с которыми вы можете столкнуться? Принятие решений, какое-то такое раз и навсегда. И безвозвратно в прошлое, как будто так. В чем-то будете ставить точку. Это у нас прообраз Юдифи именно в этой колоде. Мы, как знаем, она отрезала, так отрезала. Решила какую-то проблему, причем не только для себя, для всего народа. То есть это такой библейский исторический сюжет, очень важный. И что нам помогает? Молчание нам помогает, мои дорогие тельцы. Вообще, в принципе, немногословность. Я не могу сказать, что вы люди говорливые, но тут же самое главное, может быть, не проболтаться по поводу ваших намерений на последующий период или не предвосхитить какие-то события. Нам помогает, когда мы надеемся сами на себя, но это тоже очень по-тельцовски. Но помогает нам рационализм, хладнокровие, интеллект и где-то умение посмотреть страху, сомнением в глаза. Вот это нам все будет помогать. Знаете, не должно быть сомнений, почему страх искажает реальность. Видимо, будет такая ситуация, в которой хочешь или не хочешь, или какое-то дело, тема какая-то, может быть, как раз на оси отношения финансы, вам нужно будет однозначно с чем-то определиться. И, видимо, от того, что, ну, с какой-то ситуацией
мы в чем-то поставим точку, для нас это откроет как раз новые перспективы. Может быть, неожиданное решение нам придется принимать. Планы были другие, а здесь вполне вероятно или придется отправиться куда-то, или, ну, все же я больше склонна к тому, что именно какая-то поездка может состояться внезапная, когда вы даже можете себе сказать: так, мне вот эта двойственность надоела, я еду в определенную местность для того, чтобы прояснить тот или иной вопрос, или, как мы говорим, разобраться на месте. У кого-то так может проиграться, а кто-то, наоборот, может отказаться от чего-то. Вот здесь у каждого свое какое-то решение. Какие возможности для вас? Ну вот правда. Вот все, что я сейчас сказала. От начала до конца. 13-й аркан. Я надеюсь, все правильно понимают, это не про смерть. Хотя я говорила про вопросы, связанные с наследством, у кого-то могут проиграться, но это карта трансформации. И в первую очередь нам говорят: не будет как прежде. Это сами по себе новые возможности. Но еще на декабрь месяц, мои дорогие тельцы, вы больше что-то сохраняете или завершаете, важные выводы делаете или выбор делаете. У кого-то ведь это по личной жизни может быть выбор или выбор по работе. И правильно, самое время, потому что в 2024 году какая-то парадигма вашей жизни, она меняется. В прошлое дверь, видимо, высшие силы для вас словно закроют, поэтому вам в чем-то будет важно определиться в декабре. Другие методы вам, как работы, как взаимодействие с людьми. Вот, наверное, этот самый анализ при полном сохранении всего, чего вы достигли, вашей репутации, вашего финансового положения. Может быть, и денег, когда мы не тратим. Здесь не о щедрости нам карта говорит, а больше о жадности, мои дорогие тельцы. Карта жадины, я так ее называю. Но, видимо, это необходимо для того, чтобы с каким-то алгоритмом дальнейших действий вам уже понять в декабре. Да, что-то проводить нужно в декабре, чтобы потом не оглядываться уже назад, к чему-то не возвращаться. Что скрыто, давайте посмотрим. Вы можете предполагать, что вас обманывают. У нас проходит король мечей. Это у нас, если мы говорим по гороскопу, люди, рожденные под знаком зодиака, близнецы, весы, водолей, которые могут быть на своей волне, как будто, да, и вы какое-то недопонимание. Или вы будете, наоборот, выстраивать с учетом карты смерть, пытаться, по крайней мере, какой-то новый алгоритм ваших взаимоотношений. Но это все-таки скрыто. Вы можете познакомиться, или было, может быть, ваше знакомство, о котором никто не знал, вы тоже скрывали. И теперь, может быть, так сложились обстоятельства, когда обнародовать вам нужно эти отношения. Или есть как будто какая-то тема по королю мечей. Часто это все-таки люди, которые либо занимают высокий пост, либо это люди ответственные, высокие чиновники. Когда вы просто будете решать что-либо, оформляя документы разного рода, и вам придется обращаться, ходить, может быть, по инстанциям, и вы не сразу как будто знаете, чем закончится мое дело, будет игра стоить свеч или нет. Какой-то вопрос, его как будто не просчитаешь. Но о чем нам говорит эта карта? Телец, ты должен что-то знать наверняка. Потому что если мы столкнулись с обстоятельствами, когда мы чувствуем, у нас нет информации по законам, например, значит, нужно обратиться к юристу. Если, мои дорогие тельцы, ведь по этой карте у нас еще идут и врачи, медицина, и тогда я могу сказать, что вы будете проходить обследование как раз с учетом четверки пентаклей, или просто, может быть, себе массаж, например, да, или какие-то профилактические процедуры для укрепления здоровья. То есть мы по здоровью тоже должны что-то о себе знать, наверняка заботиться. А для кого-то из вас, мои дорогие тельцы, это по этой карте идут узкие специалисты, люди, работающие с металлом. Поэтому вы что-то будете обустраивать дома, может быть, и вам понадобится тот специалист, который, к примеру, может грамотно там какую-то проводку поменять, сантехнику. Ну, я передаю конкретно, в чем это может быть выражено. Дела, работа, бизнес. Давайте посмотрим для вас, мои дорогие тельцы. Карта отшельника. Я люблю эту карту. Хоть и мне иногда пишут карта одиночества, ничего подобного. Да, мы надеемся сами на себя, но нам никто не мешает. Дела, работа, бизнес. Это значит, любой ваш проект он осуществим. По этой карте, знаете, нет иллюзий.
Есть такой момент, что, может быть, некоторым вопросам нужно относиться философски, и какие-то вопросы действительно могут быть на паузе, или какие-либо документы мы быстро не оформим. Какой-то вопрос будет решаться не так, как вам бы, может быть, хотелось. Все же это старший аркан, и неторопливость, медлительность отшельнику присуща. Поэтому все равно тут случится все в свое время для вас. С другой стороны, по карте отшельник, знаете, когда мы видим отстраненно какую-то ситуацию, и самое главное, у нас нет эмоций. Видимо, вы будете действительно подводить итоги, причем так безэмоционально, по поводу того, где были мои приложенные усилия и каков был эквивалент. И вам не захочется с чем-то просчитаться на будущее. Я могу сказать в целом, дела, работа, бизнес, неспешный период и больше для вас с плюсом, если когда вы можете осуществить что-то свое, то, что вы хотели. Может быть, для вас, мои дорогие тельцы, по карте отшельник просто нам говорят, есть возможность где-то больше отдыхать, уделить внимание самому себе, своим как творческим планам или вообще плану максимум, да, это как намерение и цель. И, может быть, держать в центре внимания то качество жизни, которое вы хотите достичь. Ведь по отшельнику идет наш жизненный путь. А для кого-то из вас, может быть, вынуждена будет такая ситуация сложится, действительно придется куда-то либо отправиться, либо вы будете обдумывать какую-то возможную поездку, а нужно ли ехать или нет. Может сама поездка куда-то переноситься, но я бы сказала, с учетом 13-го аркана и карты отшельника, все-таки ориентир мы на свои желания держим. Понимаете, видимо, для вас это будет важно, чтобы себя не потерять как будто. И, видимо, много тех событий, которые вокруг вас происходят, с учетом, опять же, 13-го аркана, когда это будут для вас новые возможности. И, мои дорогие тельцы, может быть такая ситуация патовая, для кого-то это будет разочарование и кризис, а для вас это будут новые возможности. Примите это во внимание, поэтому оставайтесь на своей волне. Как будто даже вот те камни с неба, как я говорю, они не должны вас остановить от какого-то важного жизненного намерения, цели. Вы должны что-то продолжать. По карте отшельник есть такая мудрая фраза. Продолжай. Или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Вот должно, вот оно само по себе жадина терпения, ведь правда? И вот это терпение должно хватить. Это любое дело. У кого-то это документы, связанные с поездкой, с переездом. У кого-то с получением новой должности. Ваши амбиции, ваши честолюбивые планы, ваши достижения в творчестве или, может быть, в науке. Что бы это ни было, какой-то ваш талант, он должен быть реализован. Финансы. По пятерке жезлов, ну, не могу сказать, что финансами как будто стабильно довольны. Финансы есть, но вы можете быть, ну, где-то в тех мыслях, что я мог или могла бы иметь больше, если бы я куда-то не потратился. Правда, все-таки карта жадины. И вам захочется от этой многозадачности уйти. Вы будете что-то подсчитывать между потраченными деньгами и полученными где-то приятными эмоциями или решением каких-то вопросов, или тем, что в материальном плане, да, существует, именно правильно ли я расходовал деньги. Здесь могут быть по пятерке жезлов такие ситуации, когда нам что-то пообещали, а потом изменили мнение. Или могут, правда, задерживаться деньги с учетом еще тем более ретроградного Меркурия. Какая-то реальность может словно преломляться именно в плане финансов. Давайте мы посмотрим личная жизнь, а потом мы раскроем поподробнее. А здесь как по справедливости. Причинно-следственная связь. Как аукнется, так и откликнется. Если вы что-то сделали прежде хорошо, вы получаете соответствующий заслуженный результат. Но это также и честность, в первую очередь, быть с самим собой честным. Не замыливать себе глаза эмоциями. Но у вас-то как раз позиция, когда я хочу знать правду.
а не что-то там обещанное, такое двойственное, непонятное. И по этой карте может быть такая ситуация, когда мы говорим обратное, когда вы во что-то вкладывались, и каков был отклик, отдача. Кто, если я приходил или приходила на помощь, кто мне пришел на помощь в трудную минуту. И опять же, это старший аркан. Переоценка ценностей. Вот он отшельник, и вот аркан справедливость. Почему-то на личную жизнь. И здесь у каждого по-своему. Старший аркан, потому что у каждого по-своему какая-то своя история. Если выпадает карта ожидания, правда, нам, видимо, придется неспешно принимать какие-то выводы делать. Или для кого-то семейные вопросы с учетом карты справедливость. Если отношения в паре уже, не сложились и сохраняются только де юре, то де-факто ничего не связывает. Вполне вероятно, вы задумаетесь о том, а стоит ли продолжать. Или наоборот, какая-то история в вашей паре, когда вы встречались длительное время, общались, дружили, а теперь отношения могут перейти на другой уровень, опять же, по карте справедливость. Но давайте мы узнаем. Первое, я хочу немножко пояснить вот эту пятерку жезлов, что у нас с финансами. Вообще праздник, поэтому деньги есть у вас, мои дорогие. Давайте я сама достану. То есть праздник вам в декабре, мои дорогие, обеспечен. Итак, если мы про финансы, основной источник дохода для вас, будь то пенсия, получение каких-то доходов, заработных плат, может быть, да, или это бизнес, основной источник дохода. Что там в декабре? Полный порядок, мои дорогие, да, вы будете сохранять, потому что я не хочу с чем-то просчитаться. Это уверенный человек, который сделал себя сам, который надеется сам на себя. И если мы спрашиваем по финансам, прочная позиция. Деньги для вас, если нам тут говорили о задержках, может быть, но все равно вы получаете. Вы остаетесь финансами, мои дорогие тельцы, довольны. Может быть, вы остаетесь дважды довольны, потому что кому-то скажете нет, правда? Или где-то правильно какую-то рокировку, перераспределение финансов совершите, такое вполне вероятно. То, что вы задумали, вы осуществляете. Новый источник дохода или дополнительные какие-то варианты зарабатывания. Карта императрицы. Вот, наверное, как по пятерке жезлов, какие бы тут события ни происходили, телец правильно все рассчитал. Вы все держите под контролем, поэтому и выпадает карта императрицы. Здесь можно в декабре уже как будто с чем-то либо определиться раз и навсегда. К примеру, если раньше не делали карьеру, вы явно можете себе сказать всерьез: все, точка, и будете искать способы, каким образом мне эту карьеру построить. Либо на прежнем месте работы, либо как-то иначе, либо вы будете искать где-то союзников, кто вам может поддержать вас, да, может быть, из вышестоящих людей, из руководства, кто может ваш какой-то проект одобрить. У вас как будто идет смена статуса, мои дорогие тельцы. И это выпадает на декабрь, значит, что-то важное словно начнется в декабре. И это будет где-то и с финансами связано тоже, и с работой, и с личной жизнью. У кого-то все-таки императрица многогранность. Это полный баланс во всех сферах жизни. Это когда мы достигаем какой-то итог, которому рады. И к вам это через финансы или какое-то благополучие таким или иным способом приходит. И мы ведь смотрим это как новый доход. У кого-то это может быть тот самый доход, который приходит с вашим партнером или с вашим супругом. Может быть. Или ваш личный доход, когда в бизнесе вы добавили какой-то, может быть, нового проекта, или что-то сделали по-другому, что-либо исправили, внесли какие-то коррективы, и теперь вы видите, что это было тоже своевременно. Так или иначе, финансами вы останетесь довольны. И есть прогресс на будущее. Тут именно что-то будет для вас важно уже на 2024 год. В личной жизни давайте мы посмотрим. Для тех, кто в паре, хотя нам все сказали, но тем не менее. Да, тут, знаете, вы вместе мечтать будете даже, правда. Наверное, какие-то, знаете, как мечта окрыляет. Вот так в унисон будете думать, и с чем-то надо будет определяться. И для кого-то это будет означать, если у вас сейчас все хорошо в ваших взаимоотношениях, когда
допустим, захотите отправиться в путешествие или поменять свое место жительства, или вы можете продумывать даже совместный бизнес. Ну, то есть есть в одной тональности два партнера в унисон думающие. Великолепно. Для тех, кто в сложных отношениях по этой карте, это и есть как раз тот выбор, который вы должны будете сделать. Как будто с чем-то хочется разобраться. Ну, а для тех, кто может быть один или одна, я бы не сказала, что... Давайте мы лучше достанем карту. Для тех, кто один или одна. И не могу я сказать, что какая-то любовь к вам придет в сердце, мои дорогие тельцы. Правда, маг – это не про любовь. Маг – это холодная энергия, это где-то расчет. Это я никому не верю, кстати. Не верю от начала до конца и ничего не хочу. Я хочу самореализации. Я хочу, чтобы мой какой-то проект состоялся. И мне не нужны какие-то призрачные обещания взамен на непонятные ожидания. Поэтому я буквально руковожу своей жизнью сам или сама. Иду вперед. И на первом месте мои приоритеты. Вот. Как по аркану отшельник. Очень похожая карта. Увы, какая-то прежняя история, тем не менее, все-таки 6 кубков, я не могу сказать, что телец один. Нет, значит, даже если нет семьи, есть все равно круг знакомых, которые к вам хорошо относятся. Уделите этому внимание. Все-таки одному или одной нельзя быть для вас. Очень важны будут отношения, мои дорогие тельцы. Но если мы про вас самих, у вас огромные возможности действительно сделать своеобразный правильный выбор в декабре, определиться, как я буду строить свою работу, бизнес, достижения и сделать, ну, аллегорически говоря, квантовый скачок. Все в вашей власти. Ну, давайте мы посмотрим еще одну карту, достанем все-таки на те, кто в сложных отношениях. Есть какой-то импульс, посыл, когда вы хотите определенно узнать больше о человеке. Вы можете искать какую-то информацию. Вы можете, кстати, по этой карте понимать, что вам чего-то не договаривают. И вполне вероятно, вы захотите тоже оттолкнуться именно от какой-то правды, от какой-то реальности. И в зависимости от этого будете, видимо, решать. Все равно вот этот, я хотела пояснить эту карту выбора. А нам, в общем-то, ничего не сказали, кроме того, что мы хотим знать правду. И, видимо, от этого отталкиваемся. Вот такой для вас, мои дорогие тельцы, таро-прогноз на декабрь. Перекладывайте на себя, у вас сильная позиция. И будьте счастливы и любимы всегда.